Игорь Сергеевич Мельников стоял у окна своего кабинета, наблюдая, как холодный, тяжелый ноябрьский дождь стекал по стеклу, размывая очертания города и погружая все вокруг в серую, промозглую тишину. Санкт-Петербург в это время года особенно давил. Улицы теряли краски, небо будто опускалось ниже крыш, а вечер наступал слишком рано. Игорю Сергеевичу было 53 года. Он добился многого. Обеспечил себя, построил бизнес, жил в просторной, хорошо обставленной квартире в самом центре города. Однако с каждым годом он все острее ощущал, что все это лишь внешняя оболочка, которая не дает ощущения жизни, потому что настоящая жизнь ушла давно, в тот день, когда не стало его жены. С тех пор он жил один. Квартира постепенно превратилась в беззвучное, застойное пространство, где все напоминало о прошлом, но ничто не подсказывало, зачем жить дальше. Комнаты хранили порядок, но в них не было движения, окна пропускали свет, но не тепло. Он давно не приглашал гостей, не стремился к общению, предпочитая тишину, которая сначала помогала справляться с болью, но со временем стала тишиной пустоты. Особенно одинокой казалась закрытая комната, в которую он не заходил почти 30 лет. Комната, в которой все осталось так, как было при жизни его жены Веры. Он запер ее, не вынеся мысли о том, чтобы что-то менять или даже просто видеть вещи, которые помнили ее дыхание и голос. Вечером, когда он, как обычно, стоял у окна, раздался звонок в дверь. Игорь не ждал никого, но, поддавшись любопытству, все же прошел к двери и открыл. На пороге стояла женщина в промокшем пальто, а рядом — мальчик лет 7, сухой, молчаливый, с тревожным, но не испуганным выражением лица. Женщина сдержанно объяснила, что они остались без жилья и искали хоть какое-то укрытие от непогоды, и извинилась за вторжение. В ее голосе звучала усталость, но не жалость к себе. Мальчик не плакал и не просил, он просто стоял рядом и внимательно смотрел в глаза хозяину квартиры, не отводя взгляда. Вместо того, чтобы ответить отказом, как он сделал бы раньше, Игорь Сергеевич отступил в сторону и жестом пригласил их войти. Он сам удивился своему поступку, но почувствовал, что в этот вечер что-то должно измениться. Он провел их в гостиную, включил свет, поставил обогреватель ближе к креслам, предложил сесть. Женщина села ближе к теплу, но выглядела так, будто ей неловко занимать чужое пространство. Мальчик остался стоять. Он внимательно оглядывался вокруг, словно вглядываясь не только в предметы, но и в сам воздух этой квартиры. Его взгляд внезапно остановился на большом, старом зеркале в массивной раме, висящем в глубине комнаты. Он подошел к нему и долго смотрел, будто не на свое отражение, а на что-то за ним. Потом, медленно и уверенно, мальчик поднял руку и указал прямо на центр зеркала. В этот момент у Игоря Сергеевича внутри что-то сжалось. Он знал, что за этим зеркалом скрыта дверь, ведущая в ту самую комнату, которую он закрыл много лет назад. Он сам спрятал ее за зеркалом, стараясь забыть о ней, как будто это было возможно. Взгляд мальчика был спокойным и внимательным. В нем не было страха, только сосредоточенность и ощущение, будто он что-то почувствовал. Игорь внезапно понял, что больше не хочет скрывать эту часть своей жизни, не от других, а от самого себя. Он подошел к зеркалу, нащупал старую защелку и сдвинул его в сторону, открыв проход. За дверью комната выглядела так, будто ее хозяйка просто вышла на минуту и собиралась скоро вернуться. Вещи Веры остались на своих местах. В кресле лежало ее вязание, на столике — книга, в которой был загнут уголок страницы, на стенах висели фотографии, которые они когда-то развесили вместе. Свет из окна падал на комнату мягко, как будто и время здесь остановилось. Игорь вошел внутрь, и за ним женщина с мальчиком.
Никто не говорил, но все чувствовали, что это не просто комната, а часть чьей-то жизни, которую невозможно вычеркнуть. Женщина остановилась у двери и больше не двигалась, не пытаясь рассматривать вещи или задавать вопросы. Игорь, не ожидая этого от себя, начал рассказывать. Он говорил о Вере, о том, какой она была, светлой, умной, терпеливой, о том, как они познакомились в университете, как много путешествовали, как мечтали завести детей, но не смогли. Он рассказал, как тяжело было терять ее, как боль становилась невыносимой каждую осень, когда в воздухе снова появлялся тот же запах дождя и сырости, с которым он теперь навсегда связывал ее последние дни. Его голос звучал ровно, но внутри все дрожало. Он впервые за десятки лет не прятался от этой боли и от того, кто слушал. В течение следующих дней женщина с мальчиком остались у него. Он узнал, что ее зовут Наталья, что она потеряла мужа в аварии, а вскоре и работу, и жилье. Им приходилось скитаться по знакомым, ночевать где придется, чтобы просто выжить. Она сразу дала понять, что не ждет жалости. Она умеет работать, готовить, вести хозяйство и просто хотела дать сыну хоть какую-то стабильность. Мальчика звали Лёша, и он оказался необычно серьезным для своего возраста, любознательным, молчаливым, но внимательным ко всему. Он слушал Игоря, когда тот рассказывал ему о книгах, о географии, о тех вещах, о которых сам давно никому не говорил. Дом начал меняться. В нем появились запахи еды, звуки шагов, разговоров, детского смеха. Вера больше не была призраком в замкнутом пространстве. Ее комната, хоть и хранила ее память, теперь стала частью настоящего, частью нового тепла, которое зарождалось в доме. Наталья уважительно относилась к этому пространству. Она не пыталась его переделывать, не вторгалась. Она просто жила рядом. Лёша по вечерам садился в то самое кресло и просил Игоря почитать ему, так же, как он когда-то читал Вере. В этом не было замены. В этом была жизнь, которая научилась идти дальше. Через неделю Игорь предложил Наталье остаться. Он сказал это спокойно, без эмоций, просто потому, что знал, в этом есть смысл. Дом больше не казался мертвым, и он не хотел возвращаться к прежней тишине. Наталья согласилась не сразу, но чувствовала, что здесь они нашли то, чего давно не имели. Не комфорт, а дом, в котором их ждали. Со временем Лёша пошел в местную школу, а Наталья стала помогать по хозяйству. Все складывалось без спешки, как будто именно так и должно было быть. Через год Игорь усыновил Лёшу, а с Натальей зарегистрировал брак. Это было не из страсти и не из одиночества. Это было решение двух взрослых людей, которые уважали друг друга, которые приняли общую боль и стали друг другу близкими. Комната Веры осталась открытой. В ней по-прежнему все напоминало о прошлом, но теперь это прошлое не ранило, а согревало. Игорь понял, что любовь не исчезает после смерти. Она становится памятью, заботой, добрым поступком, теплом в голосе. Иногда ему казалось, что Вера все это видит. Иногда, что именно она послала к нему Наталью и Лёшу в тот дождливый вечер, когда он был особенно одинок. И когда по дому снова разносился детский смех, а в воздухе витал запах пирогов, он знал точно. В доме, где долго жила только тишина, снова появилась жизнь. И в этой жизни была любовь. Не та, что кричит, а та, что остается. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.